Всем огромный привет! Вы находитесь на моем канале «Сказочная страна амигуруми». И сегодня я хочу с вами связать, так как уже наступает весна, лето, вот такой вот ягодку, брелочек в виде клубнички, с ножками и ручками. Размер этой клубнички, сам плод 5 сантиметров, если с ножками брать, то 8 сантиметров. Очень интересный вариант. Если вы хотите связать со мной такую клубничку, то приглашаю на свой мастер-класс и свяжем такую клубничку с вами вместе. И теперь давайте перейдем к материалам, которые нам необходимы. Итак, нам необходимо 3 цвета пряжи. Вязать я буду с Ярнард джинса. Это красный, зеленый и белый. Дальше нам понадобится иголочка с большим ушком, маркер. Крючком будем вязать двоечкой. Глазки также понадобится 5 миллиметров, небольшие глазки. Дальше бусинки на ручке. Если у вас нет бусинок, просто можно завязать узелочек. Если есть бусинка, то можете бусинку, вот так вот бусинку определить как ручку. Две бусинки у меня, они зеленого цвета. И карабинчик для брелочка. Также ножницы. И все. Давайте приступим к вязанию нашего брелочка. Итак, начинаем с красной пряжи. Будем сейчас вязать сам плод. Набираем в кольцо амигуруми 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4 и 5. Стягиваем колечко. Второй ряд провязываем 5 прибавок. В каждую петлю 2 столбика без накида. Первая прибавочка, вторая, третья. И давайте так провяжем до конца ряда. В конце второго ряда у нас должно получиться 10 столбиков. Третий ряд провяжем без прибавок и убавок 10 столбиков без накида. Давайте провяжем. Итак, провязав 3 ряда, вяжем 4 ряд. 1 столбик без накида. В следующую прибавка. 2 столбика без накида в одну петлю. Так нужно провязать до конца ряда еще 5 раз. В 4 ряду у нас получается 15 столбиков без накида. 5-й ряд провязываем без прибавок и убавок 15 столбиков без накида. Итак, 6-й ряд провязываем так. 1 столбик без накида, 2 столбик без накида и в 3-ю прибавочка в следующую. 2 столбика без накида в одну петлю. Дальше мы провязываем еще 4 раза, 4 повторения, всего 5 в 6 ряду. Получается 20 столбиков. И 7-й ряд провязываем без прибавок и убавок 20 столбиков без накида. Итак, 8-й ряд вяжем так. Я снимаю маркер. И провязываем так. 3 столбика без накида. 1, 2 и 3. Маркер ставим в первую петлю и провязываем следующую прибавку. 2 столбика без накида в одну петлю. Так нужно провязать до конца ряда. Всего 5 повторений, еще 4 нужно сделать. В конце ряда у нас 25 столбиков. В 9 ряду, 9 ряд провязываем без прибавок и убавок 25 столбиков без накида. Итак, вяжем 10 ряд. Вот такая деталь уже получается. Значит, снимаю маркер и провязываем 10 ряд.
провязываем 4 столбика без накида. 1, 2, 3 и 4. В первую петлю я ставлю маркер. Вот в первую петлю. И в следующую провязываю прибавку. Так нужно сделать 5 повторений по кругу. В конце ряда у нас получается 30 столбиков по кругу. И провязываем с 11 по 14 ряд. Это 11, 12, 13, 14. 4 ряда. Провязываем 30 столбиков без накида. Давайте провяжем. Итак, провязали 14 рядов, и я уже вставила на этом этапе глазки, потому что мы сейчас будем делать резкие убавки, будем набивать игрушечку, вот брелочек, и на этом этапе я вставляю глазки. Значит, глазки я вставляю между 11 и 12 рядами, и между глазками 7 столбиков. Вот так вот получается. Дальше я подпаливаю здесь ножки, чтобы точно не, во-первых, при наполнении холофайбером глазки не, скажем так, не крутились нигде. Ну и плюс еще раз они фиксируются, чтобы они не повыпадали. Все, и теперь начинаем с этого момента делать резкие убавки и наполнять плотно нашу ягодку. Значит, 15 ряд. 15 ряд вяжем так: 4 столбика без накида, 1, 2, 3 и 4. Ставлю маркер в первую петлю, вот в первую петельку, и дальше провязываю убавку за передние полупетельки. Я делаю убавочку. Так нужно провязать до конца ряда еще 4 раза, всего 5 повторений в 15 ряду. В конце ряда у нас получается 25 столбиков. И дальше продиктую схему, потому что, чтобы не удлинять видео. 16 ряд 3 столбика без накида плюс убавка. Так повторяем 5 раз. В конце 20 столбиков. 17 ряд 2 столбика без накида плюс убавка, так повторяем 5 раз, в конце 15 столбиков. Дальше 18 ряд 1 столбик без накида плюс убавка, так повторяем 5 раз, в конце 10 столбиков. В 19 ряду делаем 5 убавочек. Все, при этом постоянно пополняем холофайбером, чтобы была плотная ягодка. Все, давайте провяжем с вами. Уже довязала до 5 убавлений, оставила хвостик для пришивания. Уже одела иголочку. Иголочку я одела с острым концом, потому что это у меня иголочка для утяжки, для утяжек длинная, вылазит холофайбер. Поэтому я буду пришивать именно и стягивать с острым концом. Вот. И за полупетельки мы стягиваем отверстие. Вот эти вот это небольшое отверстие, нам нужно его стянуть. Вот затем я делаю узелочки. Чтобы не было вот этой вот выпуклости, я вставляю иголочку вот прямо в центр. Ввожу прямо в центр и вывожу там, где у нас будет носик. Значит, мы отступаем вот так вот. То есть отступаем 2 рядочка от глазика. 2 рядочка от глазика. И посередине глазок 3, захватывая 2-3 петельки. Вот. Вывожу сюда. И вот так вот затягиваю. Если еще выпуклость есть, ну, у меня тут есть небольшая выпуклость, но здесь будет листочек перекрывать. А если бы нужно было еще, то можно еще раз выйти и еще раз тянуть.
Значит, смотрите, здесь мы будем вышивать носик. Вот здесь вот я захватываю. Вот так вот. И будем вышивать носик. Вот и сюда же можно еще раз вставить. Все. И теперь точно уже нету выпуклости, хотя она нам тут не мешает, потому что, в принципе, здесь будет перекрывать листик. Все. Теперь обрезаю хвостик. Все, наша ягодка готова. Вот такая вот получается. Теперь давайте с вами свяжем листик. Начинаем вязать листочек. Листочек вяжем зеленой пряжей. Делаем кольцо амигуруми. И в кольцо амигуруми провязываем 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Затягиваем кольцо. И теперь начинаем второй ряд. Делаем соединительный столбик в первую петлю предыдущего ряда. Набираем 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Набрали цепочку из 7 воздушных петель. Теперь со второй петли от крючка провязываем так. Соединительный столбик. В следующую петлю провязываем столбик без накида. В следующую петлю провязываем 1 полустолбик с накидом. Дальше провязываем 1 столбик с одним накидом. Затем 1 полустолбик с накидом. И дальше соединительный столбик. Дальше в следующую петлю делаем опять соединительный столбик уже по кольцу. Вот. Соединительный столбик. Дальше провязываем опять 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Вот так вот. Теперь со второй петли от крючка мы начинаем провязывать. Соединительный столбик, столбик без накида, 1 полустолбик с накидом, 1 столбик с одним накидом, дальше 1 полустолбик с накидом и соединительный столбик. Дальше провязываем по кругу следующую петелечку по кругу, соединительный столбик. Вот у нас уже 2 листочка. И так нам нужно провязать 7 повторений. Опять набираем 7 воздушных петель.
3, 4, 5, 6, 7. И со второй петли от крючка провязываем соединительный столбик, столбик без накида, 1 полустолбик с накидом, 1 столбик с одним накидом, 1 полустолбик с накидом и соединительный столбик. Теперь делаем соединительный столбик по колечку нашему. Вот так вот. И давайте провяжем еще 4 таких листочка свяжем. Итак, провязала я 7 листочков, сделала соединительный столбик и просто уже обрезала ниточку. Вот. И вот такой вот у нас листочек получается. С обратной стороны я завязываю на узелочек. Два кончика. Вот. И все. Обрезаю. Так как у нас это брелочек, то этот брелочек можно приклеить. Приклеить или пришить. Ну, если бы это была какая-то маленькая игрушечка для ребенка, допустим, то, и, конечно же, деталь нужно было бы пришить. Но если это брелочек, то, в принципе, можно и приклеить. Для этого я изначально вставляю в серединку карабинчик. Все, и теперь можно приклеивать наш листочек. Я приклеиваю и серединку, и немножко захватывая листики по кругу. Встретимся. Давайте. Приклеиваю я, можно приклеивать клеем моментом, либо клеем пистолетом. Я показала, как я приклеиваю. Получается. Теперь давайте свяжем цветочек клубнички. Я беру белую пряжу и набираю в кольцо амигуруми 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Затягиваю колечко, делаю в следующую петлю, в первую петлю предыдущего ряда делаю соединительный столбик, набираю 3 воздушные петли, 1, 2, 3, вот 3 воздушные петли, и теперь в эту же петлю я провязываю 3 столбика с накидом, делаю накид. В эту же петлю я провязываю 1 столбик с накидом. В эту же петлю провязываю 2 столбик с накидом.
В эту же петлю я провязываю третий столбик с накидом. И набираю 3 воздушные петли. И в эту же петлю, в эту же петелечку я делаю соединительный столбик. Вот такой листочек у нас получается, лепесточек, вернее, цветочка. Дальше делаю соединительный столбик в следующую петлю на кольце. Опять набираю 3 воздушные петли и вяжем следующий лепесточек. Делаю накид, в эту же петлю я провязываю 1 столбик с накидом, 2 столбик с накидом, 3 столбик с накидом, 3 воздушные петли, и в эту же петлю я провязываю соединительный столбик. Вот 2 лепесточка мы с вами связали. Дальше делаю еще один соединительный столбик на нашем колечке. Вот он. Петелечку ввожу, делаю соединительный столбик. Дальше провязываю 3 воздушные петли и провязываем 3-й лепесточек. В эту же петлю 3 столбика с накидом. И так нам нужно провязать вот 1, 2, 3. Делаю соединительный столбик. И вот уже 3 петелечки, ой, 3 лепесточка. И давайте провяжем еще 3 петельки, точно так же. Итак, провязав 5 лепесточков, в 6-ю петлю я делаю соединительный столбик и закрепляю ниточку. Все, вот такие вот у нас получается такой цветочек. Теперь обратно, с обратной стороны я завязываю все хвостики. Обрезаю. И вот такой цветочек у нас получается. Теперь этот цветочек приклеим вот на наш брелочек. Опять же, этот цветочек можно пришить, можно приклеить. Это уже на ваше усмотрение. Все, вот такая вот клубничка готова. Теперь давайте свяжем ручки и ножки. Берем зеленую пряжу. Где-то 10 сантиметров оставляем хвостика. И набираем 30 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 29 и 30. Провязали цепочку из 30 воздушных петель. Обрезаем, оставляя где-то тоже 10 сантиметров хвостика. И вытягиваем просто петелечку. Таких нам нужно провязать 2 цепочки для ручек и для ножек. И давайте с вами ручки сделаем. Значит, я одеваю, опять беру иголочку. Так. Беру клубничку и вставляю, где у нас будут ручки. Значит, ручки у нас будет на 2 ряда ниже, чем наши глазики, то есть на уровне носика. И вот посерединке, видите, посерединке я ввожу
И вывожу точно так же на уровне носика. Вот так на уровне носика вывожу иголочку. Так, теперь медленно вытягиваю цепочку, чтобы наши ручки были наравне. Вот. Теперь одеваю бусинки. Бусинки у меня одеваются если у вас бусинок нету, то можно просто узелочки. Если есть бусинки, можно вставить какую-то бусинку. Все, и завязываем вот так вот узелочек. И узелочек должен быть завязан прям вместе с цепочкой. Вместе с цепочкой. Вот так вот, чтобы узелочек был толстенький, большой. Вот. Вот видите? Чтобы не выскочила бусинка. И с обратной стороны точно так же. Вставляем бусинку и завязываем узелочки. Хвостики можно обрезать и прижечь зажигалкой. Все, ручки наши готовы. Я обрезаю и зажигалкой припалю. Вот зажигалкой беру и припаливаю хвостики. Все, ручки готовы. Теперь давайте сделаем ножки. Так как я уже сказала, цепочку я сделала, и давайте ее опять проденем через клубничку. Ножки продеваем где-то отступив 1, 2, 3 ряда. Между третьим и четвертым рядами, тоже там, где ручки у нас вот входили. Теперь вводим для ножек. Вот здесь, вот так вот. Итак, проделим мы цепочку уже вот на ножке для ножек. Вот, и теперь давайте свяжем с вами сапожки для ножек. Значит, первый сапожек я уже связала. Вот так вот он выглядит. И давайте свяжем второй. Точно такой же. Значит, берем зеленую пряжу и набираем цепочку из 12 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Вот цепочка из 12 воздушных петель. Со второй петли от крючка провязываем 11 столбиков без накида. Раз, два, так, три,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11, последнюю петельку. Так, теперь вяжем так: 1 воздушная петля, разворачиваем вязание и за заднюю стеночку петли провязываем 9 соединительных столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Провязали. Теперь делаю воздушную петлю, разворачиваю вязание и провязываем 7 соединительных столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Воздушная петля, разворачиваем вязание, и нам нужно провязать еще 2 ряда 7 соединительных столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Воздушная петля и еще один ряд провяжем 7 соединительных столбиков. Итак, провязала я еще один ряд. Вот такая деталь получается. Значит, я уже обрезаю хвостик подлиннее и закрепляю ниточку. Одеваю иголочку, можно с тупым концом. И теперь складываем деталь. Вот смотрите, деталь. Мы складываем ее пополам. Вот так. Теперь делаем несколько стежков именно на вот этой вот части, чтобы опуститься на низ, вниз. И провязываем, сшиваем, вернее, 2 стороны. Вот. Теперь боковушку. Вот этот хвостик убираю. И теперь провязываем, прошиваем низ. Хвостик этот убираем. Мы его потом спрячем. И прошиваем просто мелкими стежочками. Все, вот такой вот сапожек получается. Теперь делаю узелок и ввожу. Теперь эту же ниточку тоже прячем.
Такой сапожек получается. Я его обрезаю. Хвостики пусть внутри остаются. Все, и вот такие вот два сапожка у нас готовы. Итак, вот такие два сапожка получилось. Вот. Все, и теперь давайте с вами, опять же, ой, солнышко вышло. Значит, смотрите, мы можем вот эти вот хвостики, я их скручиваю и вставляю в сапожек. Если длинный хвостик, немножко нужно их обрезать. Давайте их вот так вот обрежем. Вот. И вот так вот я их скручиваю и вставляю в сапожек. Точно так же делаю этот. Можно туда капнуть клей или пришить тоже. Вот, ну, у меня есть клей пистолет, и я сюда накапаю немножко клея. Итак, я сюда в сапожек буду капать немножко клея. Если у вас клея нету, вы можете просто пришить цепочку к сапожкам. Я делаю это так. Немножко клея. И сюда. Чтобы зафиксировать сами хвостики. Все. Клубничка наша готова. Как вам такой вариант брелочка? Мы закончили. Вяжется он очень быстро. Вот. И вот такой вот веселенький фрукт у вас уже на сумочке, на рюкзачке или в машине. Выбирайте сами. Вот такие две клубнички. Все, на этом мы сегодня закончили. Надеюсь, у вас все получилось, вам все понравилось. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Впереди еще очень много мастер-классов. Ну а на сегодня я вам говорю пока-пока.